звучание разных инструментов. Новый стиль дополняет старинные мелодии. А значит, история музыки продолжается. Смотрите программу Sounds on the Great Step на Казах ТВ. В мире искусства певцов, поддерживающих друг друга, ставших близкими, не так уж и много. Вдохновляет Резу на творчество, является ее поддержкой и опорой в жизни супруг Курманбек. Их познакомила песня, народная песня. Ведь казахские песни – своеобразная школа творчества. Мелодии и слова песен не встретишь ни в одной из традиционных песенных школ. И в подлиннике, в первозданном виде их исполняют эти два человека – певцы-супруги. В песнях и исполнении Резы чувствуется национальный колорит песенных школ Житысу и Алтай-Тарбагатая. Народная песня на века. Они дошли до нас, пройдя столетия, потому что эти произведения оптимистичные, веселые и легкие для восприятия, содержат лиричность, которая задевает сердце и остается в нем навсегда. Делегай — народная песня. Народные песни родились вместе с казахами, как только они появились, и сопровождали их всю жизнь, продолжают сопровождать и сегодня. В свое время, возможно, у этой песни и был автор, но позже, после многочисленного использования среди слушателей, она стала народной. Эту песню я услышала от мамы и выучила ее. Еще раньше, когда я была маленькой, моя покойная мама, качая колыбель, видимо, вливала в меня эти песни, и я росла с ними в душе. Я далека от мнения, что эту песню знает только моя мать, а остальные с ней не знакомы. Ведь там, где появляется казах, там появляется и песня. Как только в истории появилась наша нация, с тех пор существует и эта песня. Песню «Велигай» я позаимствовала у матери и передам дальше, своим потомкам. А они, надеюсь, передадут ее дальше.
dönende var oy timelayın salayık beregelay talaptan bay eş nerse tabalmay. Народная среда богата песнями и мелодиями. Особенно славится своими произведениями, нетронутыми цивилизацией, сохранившимися в первозданном виде наши братья-казахи из Китая и Монголии. Именно в тех краях можно встретить древние и редкие песни, которые никто и никогда не слышал. Туймили-ай — именно такое произведение. Напев этой песни очень старинный. Мелодия наполнена скорбью, речитативом, горечью Алтая. Исполнительница песню Туймили-ай привезла из Алтая, как есть, сохранив в неизменном виде. Для человека, занимающегося поиском, исследованием таких редких произведений, который хочет внести свой вклад в сохранение и развитие народного творчества, это неоценимый кладезь. Salayık beregelay köle oynap kalayık osundayday berimizden somcalgan ötedeken oy Түймелай деген халық әніне тоқталсам, бала кезімде... Если говорить о народной песне Туймили-ай, она осталась в моей памяти с детства, в исполнении моей покойной матери. В 1982 году я впервые исполнила ее на большой сцене. Хотя я не владела тогда домброй профессионально и виртуозно, но песня зазвучала. Сейчас я перестала исполнять песни на домбре. В 1982 году я поехала в Пекин совершенствовать свои знания. Там я прожила 3 года. И в этот период казахское радио Пекина записало часовую концертную программу из народных песен в моем исполнении. Туймили-ай — это исконно казахская песня, рожденная на исконно казахской земле, бескрайней степи. Как видно из названия, так юноша, видимо, называл незнакомую девушку. «Ой, Туймили, ай, подойди поближе, споем вместе», звучит в песне. Туймили-ай — так он назвал девушку, причислив тем самым ее к тем девушкам, которые редко встречаются в жизни, использовав для этого такой дорогой и редкий по тем временам символ — туйме, пуговицу. Мысалы, Түймелай деп бір қыздың атына бір тамаша символ беріп, бір тамаша бір теңеу беріп, кең сахарада жүрген өлеңде бар, біздерде өнерде бар дейді. Если вслушаться в слова, они звучат так. И песня есть. У нас есть и искусство. Есть и необузданный конь, и молодой жеребец. Без стремления в мире ничего не найти. Кто встречает ветер, встретит и зарю. Ой, Туймили-ай, подойди поближе. Давай споем вместе. Для тех, кто понимает, в этой песне содержится большая история и философия. В ее красках преобладает тоска и печаль. Это тоска джигита, которого разлучили с любимой девушкой. При прослушивании этой песни перед глазами предстают бескрайние казахские просторы. Жайлау, где джигит, скучая по девушке, выражает с помощью песни свою печаль-тоску.
Казахских традиционно-бытовых песен, основанных на жизненном опыте кочевников, множество. Тема песни «Жептыене» «Иголка с ниткой» взята из повседневной жизни казахов. Однако в мелодии и содержании песни присутствует чувство, возникшее между парнем и девушкой. Ритмичное, легкое произведение, посвященное шуткам и прибауткам. Оно близко по характеру голосу Резы, ее природе. Исполнительница этой песни каждый раз словно заряжается энергией и воодушевлением. И сегодня она задорно зазвучала в ее студии, где ежедневно производятся записи и репетиции. Алтай өңірінде бір үлкен ападан үйрендім. В Алтайском крае я услышала и выучила у одной пожилой женщины песню. Она же оказалась бабушкой певицы казах-концерта Бибигуль Килымхан Кызы. Я привезла эту народную песню «Жептыене» «Иголка с ниткой», сохранившуюся благодаря этим людям на родину. Эта песня новая, здесь она также ранее не звучала. Сейчас я исполняю ее на сцене, но она еще не завоевала широкую популярность. Она напевала так. Припевы песни не повторяются, каждая из них звучит по-особому. В этой песне заложена шутка, задорная, высказанная в адрес друг друга. Народные произведения рождаются на основе чувства любви к любимому человеку, чувства восхищения любимой девушкой. Красивую девушку сравнивали с луной на небосклоне, весенним днем, с белой лебедью. Вот почему, хотя автор и позабыт, но песня не забыта и живет в народной среде. А судьбоносные печальные произведения исполняются нечасто, но имена авторов остаются навечно. В этом и состоит сила казахской песни. Существует народная песня «Каргашай». Ее часто исполняли наши старшие братья, наши дяди и тети из Китая. Они пели раньше нас и смогли, сохранив, донести до слушателей. Эта песня была хорошо принята народом. Это очень веселая, шуточная песня. В сокровищнице казахской песни шуточных песен не так уж и много. Можно пересчитать по пальцам. А эта песня среди них уникальна и своеобразна. Например, есть в ней такие строчки. «Пей чай с молоком, добавь сливок, пей черный чай с сахаром». Давай пройдем по жизни весело. Ах, Каргаш. Слова припева не повторяются. Қайырмалар мен қайырмалары қайталанбайды сөздер.